Туман стелился между острыми склонами, когда команда геологов поднялась по узкой тропе в недрах горного массива. В этот день никто не ожидал найти ничего, кроме пластов известняка и старых разломов, отмеченных на картах еще 40 лет назад. Скалистые стены нависали, казалось, вот-вот сойдут лавиной, и в этой глухой тишине каждый шаг отдавался эхом, будто сама гора следила за ними. Лидер группы, доктор Мартин Хейл, сверял показания приборов, пока его коллега Сара пригнулась, чтобы присмотреться к необычной линии, прорезавшей скалу. Перед ними открылось нечто, что сразу лишило их дара речи. Идеально ровная вертикальная трещина тянулась вверх на высоту порядка 25 футов, а ширина доходила до 9 футов. Пока остальные исследовали окрестности, Сара позвала остальных, с недоверием, потому что такие формы в природе не встречаются. Никто из присутствующих за десятки лет работы не видел подобного. Камень казался чужеродным, будто огромная плита была вставлена в гору силами, о которых не упоминали учебники. На поверхности виднелись едва различимые полосы, словно следы от гигантских инструментов, а по краям — выщербленные углубления. К удивлению, никакого мусора или следов обвала вокруг не оказалось, все выглядело так, будто кто-то тщательно очистил площадку перед массивом скалы. Доктор Хейл приложил ладонь к поверхности. Камень был холоден, но место стыка отдавалось едва ощутимой вибрацией. Сара достала карманный спектроскоп, провела замеры состава. Материал напоминал гранит, но с примесью металлов, которые не встречаются в этих породах. Джим, самый опытный из альпинистов в команде, попробовал вставить в шов лезвие ножа. Оно застряло всего на 1/8 дюйма, будто за трещиной был еще один слой, еще плотнее первого. В микрофон рации затрещал голос Лиама, он исследовал склон немного выше. С его позиции открывался вид на верхнюю часть этой аномалии. По краю виднелись странные зеленоватые разводы, напоминавшие окисление меди. Кое-где на камне выступали абсолютно ровные круглые углубления, будто кто-то выбрал их сверлом огромного диаметра. На карте местности, распечатанной еще утром, этого объекта не было. Ближайшие поселения находились в 20 милях, а отправленная в местный университет база не дала ни одного похожего примера в архивах. Ощущение тревоги росло. Инженеры попытались просканировать находку портативным магнитометром, и прибор выдал аномалии, далекие от обычных данных для известняка или базальта. Под поверхностью читался отчетливый магнитный слой, словно скрытая внутри арматура. Такое распределение встречается только в техногенных конструкциях. Команда сделала фотографии, отметила координаты для спутниковой передачи и выслала срочное сообщение в штаб о находке, которая не поддается объяснению. В этот момент на гору опустилась тишина. Ни птиц, ни ветра, только странное подавляющее ощущение, будто сама природа замерла. Несколько геологов посовещались, стоит ли продолжать работу в этом месте. Ответ был очевиден. Отказаться сейчас считалось бы сумасшествием, ведь подобного объекта никто никогда не находил среди диких гор. Когда группа осматривала склон, Сара заметила короткий отблеск на солнце рядом с трещиной. Ее взгляд упал на едва заметную впадину у основания вертикальной линии, словно ручка или выступ. Она позвала остальных, и внезапно у всех возникло ощущение, что они стоят на пороге чего-то по-настоящему загадочного. В этот момент уже никто не вспоминал про привычные методы поиска ископаемых или геологических пластов. Перед командой стояли ворота, скрытые среди камней, о которых никто не имел понятия. И только их присутствие в этом месте поднимало волну вопросов. Но ни один из ученых не мог представить, что находится по ту сторону этой загадочной границы. Когда солнце ушло за хребет, первая часть загадки осталась позади. Все собрали инструменты и уперлись взглядом в идеально ровный вход, которого не должно было быть ни на одной карте мира. Доктор Хейл первым подошел ближе, его ботинки гулко стучали по идеально ровной площадке у подножия скалы. Каждый шаг эхом отдавался в серой тишине. Сара, держа камеру, зафиксировала все детали поверхности, от идеально прямых краев до странных зеленоватых пятен, разбросанных над входом. Она провела рукой по выступу у основания трещины. Поверхность была так гладка, будто только что отполирована. Лиам поднялся выше, чтобы осмотреть верхнюю часть предполагаемого прохода, и заметил на южной стороне крошечный металлический фрагмент, как отломанный штифт. Джим попытался приложить усилия к странному выступу, но он не поддавался даже при значительной нагрузке, а поверхность оставалась холодной и сухой. Вокруг входа не было ни одной царапины, ни следа животных или растений. Джим достал фонарик, посветил в шов. Луч уходил в полную темноту, будто за трещиной пряталось еще одно пространство, которое не пропускает свет.
Лиам достал компас, стрелка заметно дрожала и отклонялась в сторону загадочной плиты. Магнитометр вновь зафиксировал сильное магнитное поле. Сара зафиксировала уровень радиации портативным счетчиком. Показания оставались в пределах нормы, но в районе выступа уровень почему-то скакнул в 1,5 раза, а затем резко вернулся к исходному. Камень вокруг трещины не имел ни одного скола или расщелины, которые можно было бы списать на работу воды или ветра в течение столетий. Джим провел по краю лезвием ножа. Металл зазвенел, будто скользнул по стали. Сара достала маленькое зеркало и попыталась заглянуть вглубь образовавшейся щели. В отражении мелькнула странная тень, но сложно было понять, что именно она увидела. За выступом словно что-то было, но ни света, ни звука, только мрак. Доктор Хейл сверился по спутнику, повторно убедился. На всех топографических схемах эта часть массива отображалась как монолитная и недоступная. Ни одной пещеры, ни одной трещины, ни малейшего следа, что здесь кто-то работал раньше. Обсудив происходящее, команда решила провести тщательное сканирование при помощи эхолота. Сара установила прибор, начала замер, данные были обескураживающими. За плитой находилась пустота правильной овальной формы, шириной примерно 12 футов и высотой до 20 футов, глубиной не менее 30 футов. В центре пустоты эхолот зафиксировал плотные структуры, напоминающие массивные объекты технического происхождения. Лиам обратил внимание, что температура вокруг аномалии была ниже почти на 8 градусов по Фаренгейту по сравнению с окружающей скалой. Сара приложила ладонь к выступу. Он словно поглощал тепло, оставляя ощущение легкого покалывания. Стало ясно, что этот вход был искусственным, его не мог создать природный процесс. У Сары в наушниках прозвучал короткий сигнал. Кто-то пытался выйти на связь по закрытому внутреннему каналу. Лиам проверил аппаратуру. Помехи возникли только возле трещины, а в отдалении рации работали безупречно. Неожиданно один из приборов начал пищать. Датчик движения зафиксировал едва уловимое вибрационное воздействие. Сара посмотрела на доктора Хейла, ожидая разъяснений, но даже он был вынужден признать, таких показаний не было ни в одной из его экспедиций. Джим попробовал приложить ухо к камню. Тишина, но периодически ощущалось слабое подрагивание, будто что-то внутри дышало. Вскоре команда решила провести подробную съемку всех деталей находки. Фотографии и видео тут же были отправлены в университет и в архив базы данных. В ответ пришла срочная просьба не предпринимать попыток открыть проход до прибытия дополнительных специалистов. Но до их приезда оставалось не меньше 3 дней, а ощущение неотложности не оставляло никого из участников, ведь подобное открытие не терпело отсрочек. С наступлением сумерек команда поставила лагерь прямо напротив входа. Их палатки стояли в нереальной тишине, и никто не мог уснуть. Земля под ногами казалась слишком ровной, а воздух стоял неподвижно. Ночью Джим заметил, что слабый зеленый свет иногда пробегал по поверхности трещины, словно в глуби кто-то включал и выключал неведомый источник энергии. На рассвете, когда плотный туман вновь укрыл горы, команда собралась и решила, ждать специалистов невозможно. Перед ними был вход, которого не могло существовать ни в одном известном справочнике. И теперь впереди оставался лишь один вопрос: удастся ли им проникнуть внутрь, или этого входа действительно не должно было быть? Впереди участников экспедиции ждали попытки вскрыть загадочный проход, и никто не знал, к чему приведет это решение, но остановиться было невозможно. С самого рассвета команда работала молча, будто каждое лишнее слово могло нарушить тонкую границу между известным и неведомым. Джим первым подошел к выступу у основания двери, обернул его тряпкой и с силой потянул вниз. Поверхность не двигалась ни на дюйм. Лиам, используя альпинистский карабин, закрепил трос и попробовал раскачать массивную плиту. Металл скрипнул, но никаких изменений не произошло. На мгновение по скале пробежал легкий гул, словно в ответ на их усилия, но уже через секунду все стихло. Доктор Хейл отодвинулся и, вытирав пот со лба, посоветовался с Сарой. Любые повреждения двери могли привести к обрушению, а пустота за ней вызывала немалую тревогу. Сара осмотрела выступы вдоль краев. В одном из углублений ее фонарик выхватил тонкую линию, будто врезанную резцом. Она попробовала надавить на центр, безрезультатно. Джим подключил ручную лебедку, закрепив ее основание на металлическом фрагменте, найденном Лиамом. Синхронно команда натянула трос, распределив усилия через систему блоков. Приборы зафиксировали давление, но массив камня не поддался. В этот момент Сара заметила, что вдоль стыка начали появляться крошечные искорки, как будто металл внутри камня отвечал на их усилия. Следующей попыткой стал гидравлический домкрат, который Хейл и Лиам осторожно установили в проем между дверью и скалой.
Давление росло постепенно, стрелка на манометре достигла предельных значений, но дверь не шелохнулась. Вокруг по-прежнему было тихо, ни одного отзвука, только слабый скрежет изнутри, который раздавался каждый раз, когда сила усиливалась. Сара фиксировала все данные. Температура площадки опустилась еще на пару градусов по Фаренгейту, воздух будто бы стал плотнее и вязче. В процессе работы раздался короткий щелчок, и над каменным проемом открылась едва заметная щель в толщину монеты. Из нее вырвался узкий луч тусклого зеленого света, вспыхнув и тут же потускнев. Команда в оцепенении замерла, но дверь, казалось, снова сомкнулась. Джим осторожно вставил лезвие ножа в появившуюся щель, но оно сразу же прикипело к металлу, а рукоять нагрелась, словно через нее прошел слабый ток. Лиам в это время подключил кромку двери к портативному осциллографу. На приборе появились дрожащие импульсы, которые напоминали колебания промышленного генератора, хотя ни о какой электронике внутри не могло быть и речи. Сара, рискуя, направила ультрафиолетовый фонарь на оставшиеся следы над проемом. В свете фонаря на камне проявились невидимые ранее знаки, похожие на фрагменты геометрических рисунков, местами перемежающиеся с ровными точками, расположенными как по невидимой линейке. Лиам аккуратно коснулся одного из символов. В этот момент по всей плите медленно разошлась легкая вибрация, но никаких других изменений не последовало. Используя специальный экстендер для ударного инструмента, Джим попробовал нанести серию коротких направленных ударов в разных точках двери. Каждый удар сопровождался глухим звоном, который отдавался где-то в глубине, будто камень был не сплошным, а внутри скрывался другой материал. На поверхности над выступом при этом начала проступать капелька влаги, по консистенции схожая со смазочным маслом. Сара собрала образец на стекло, чтобы отправить в лабораторию. Запах у жидкости был едва заметный, но навязчиво металлический. Доктор Хейл взялся за ручку и попробовал провернуть ее, не двигается. Он попробовал нажать, потянуть, даже ударил по ней молотком, ни малейшего эффекта. Тем временем Лиам вернулся с тепловизором. На экране вдоль краев двери отчетливо светилась линия, словно тут проходил горячий поток. Он провел устройством вдоль шва, и оказалось, что по всей длине у самой поверхности шла переменная температура, меняясь волнами от чуть теплого до почти ледяного. Сара тем временем установила микрофон-контакт на центр двери. В наушниках был слышен низкий ритмичный звук, напоминающий удары сердца. Поразительно, источник был явно где-то внутри, и звук был стабилен, будто кто-то или что-то поддерживало регулярный ритм на протяжении долгого времени. Не сумев открыть дверь механическими методами, команда попыталась использовать химический реактив. Быстро приготовили раствор, который разъедал известняк, но когда нанесли его на кромку, жидкость просто стекла, не оставив ни следа, поверхность оказалась невероятно устойчивой. Лиам предположил, что сплав на основе металлов, с которыми они никогда не сталкивались, и заметил, что магнит быстро прилипает к центру двери, но не к краям. Команда переглянулась. Все указывало на то, что дверь защищена куда сложнее, чем обычный проход в толще горы. Детали, которые проявлялись только при определенном свете и температуре, невозможность взлома ни механикой, ни химией, а также загадочные вспышки света и магнитные аномалии, все это подтверждало их самые дикие догадки. Они столкнулись с объектом, в устройстве и назначении которого никто не мог быть уверен. Тогда Хейл предложил новый план — экспериментировать с последовательностью касаний по символам, проявившимся на камне. Джим и Лиам подготовили площадку, Сара зафиксировала расположение линий и точек. Каждый член команды поочередно прикасался к символам в разной последовательности, начиная со знака, который был ближе всего к металлическому фрагменту. После третьей попытки воздух у кромки двери стал иным, плотнее, с отчетливым запахом озона. Металлическая поверхность слегка нагрелась, а магнитометр показал мощный, но краткий выброс поля. В этот момент из центра двери раздался глухой удар, будто что-то тяжелое упало с высоты. Вся команда отскочила назад, готовая к худшему, но дальше дверь осталась неподвижной. У них не было ни малейшего представления, что именно они задействовали, но каждый понимал, они сделали первый шаг к разгадке тайны, которая заставила бы позабыть об усталости и страхе. Они не знали, что ждет внутри, но по ту сторону камня уже что-то менялось. Едва команда закончила серию экспериментов с символами, как между плитой и скалой раздался резкий треск, напоминающий раскат грома. Вибрация усилилась так, что земля под ногами ощутимо задрожала, а с вершины склона посыпались мелкие камни. Джим с Сарой едва успели отскочить, когда массивная плита, будто подчиняясь неведомому механизму, плавно ушла внутрь скалы на пару футов, оставив вдоль шва тонкую зеленоватую полоску света.
Воздух вокруг стал еще холоднее, пара вырывалась изо рта, несмотря на теплый летний вечер. Лиам, глотая воздух, первым рискнул заглянуть в образовавшуюся щель. Внутри зияло темное пространство, откуда, казалось, тянуло легким металлическим запахом и ощущением древности. Свет от фонарей с трудом рассекал темноту, но уже на первых шагах удалось разглядеть ровный коридор, уходящий внутрь горы под неестественно прямым углом. Стены оказались тщательно отполированы, местами усеяны вставками из металла, по которым пробегали голубоватые отблески. На полу лежал тонкий слой пыли, но ни одного следа животного или человека. Вдоль правого края коридора на уровне пояса тянулась прозрачная труба, внутри которой мерцала жидкость с отсветами бирюзы. Через пару десятков футов коридор расширился, открывая овальную камеру высотой больше 15 футов. В центре стояла массивная конструкция, скорее всего, механизм, покрытый толстым слоем окислов и неизвестных кристаллов. По периметру камеры высились тумбы, каждая из которых была украшена странными символами. Часть напоминала древнейшие сакральные знаки, часть не поддавалась идентификации даже Саре, знавшей толк в эпиграфике. Джим осторожно коснулся ближайшей тумбы. Поверхность была удивительно гладкой, местами прохладной, а в углублениях чувствовалось слабое свечение. Когда Сара посветила туда ультрафиолетовым лучом, некоторые участки засветились огненно-оранжевым. На одной из тумб лежал предмет, похожий на диск из непрозрачного стекла. Лиам аккуратно поднял его. Диск почти не весил, но при наклоне сквозь его поверхность вдруг проступил чертеж внутреннего устройства камеры, словно голограмма. Сара тут же зафиксировала картину на фотокамеру. Дальше в углу располагался странный ящик, покрытый рельефными узорами. На ощупь он оказался сделан из неизвестного сплава, холодного и почти невесомого. Лиам нажал на одну из граней, крышка плавно ушла вбок, и внутри блеснуло несколько цилиндров, похожих на контейнеры. На каждом высечены фигуры с удлиненными головами и переплетенными руками, будто застывшие в приветствии. Контейнеры были опечатаны, но внутри отчетливо перекатывались какие-то крупные зерна. Сара присела возле стены, где обнаружила вмонтированную в пол панель. Когда она коснулась поверхности, в воздухе раздался едва слышный гул, и на стене проступила светящаяся линия, как схема или карта внутреннего устройства горы. На схеме медленно мигал единственный символ, располагающийся в самом центре комплекса. Лиам вернулся к тумбе с диском и попробовал поставить его в углубление сверху. Механизм сработал мгновенно, по всей комнате пробежала сеть светящихся линий, а центр механизма выпустил в воздух облако искрящихся точек, формируя объемную модель неизвестного устройства. Прямоугольные панели распахнулись, обнажая ряды кристаллов и тонкие пластины, похожие на электронные компоненты. Команда стояла в полном ошеломлении. Это явно был технологический объект, не поддающийся объяснению ни одной известной науки. На дальней стене Джим заметил узкую нишу. Внутри стоял покатый цилиндр, покрытый ровными линиями и вмятинами. Он попытался приподнять крышку, но та оказалась заперта. Сара включила спектрометр. Прибор выдал данные о присутствии редкоземельных металлов в концентрациях, гораздо превышающих те, что встречаются в земной коре. Поверхность потолка искрилась в ответ на свет фонаря, открывая еще один слой знаков. Теперь они выглядели как чертежи или схемы, повторяющиеся через равные промежутки. По мере того, как команда двигалась дальше, вибрация ощущалась все сильнее, а в воздухе отчетливо усиливался запах озона. Каждый шаг отдавался в пустоте странным эхо. Лиам заметил на полу несколько объектов, по форме напоминающих старинные амфоры, но сделанные не из глины, а из темно-серого металла. Одна из них была расколота, и изнутри высыпалась горсть сине-зеленого порошка. Сара собрала образец. Пыль тут же заискрилась на пластике пробирки, заставляя приборы фиксировать резкие скачки электрического поля. Джим вдруг услышал позади слабое царапанье. Повернувшись, он увидел, что вдоль стены медленно скапливается конденсат, формируя капли на схематической панели. Воздух стал гуще, и на руке появилось кратковременное ощущение легкого покалывания, словно проходил слабый разряд. Внутри камеры не было ни костей, ни следов давних поселений. Ни один знакомый геологу минерал не объяснял ту жесткость материалов, ту толщину стен и тот сложный сплав технологий и символов, которые они наблюдали. Но самое тревожное было впереди. В самом центре камеры, за стеклянной преградой, виднелся объект, по форме напоминающий саркофаг или капсулу. Поверхность покрыта вязким налетом, в некоторых местах проступал слабый свет, а внутри угадывались очертания неведомого механизма.
Казалось, что содержимое этого саркофага и есть главный секрет, ради которого создавались все те хитроумные устройства и ловушки вокруг. Когда команда замерла в нерешительности, раздался низкий шум, похожий на дыхание. Комнату наполнил сильный порыв холодного ветра, хотя двери оставались закрыты. По полу пробежала волна зеленоватого свечения, и на поверхности саркофага проступил новый символ, не похожий ни на один из тех, что они уже встречали. Сердце каждого участника сжалось, впереди их ждал следующий, самый важный шаг, но никто не мог знать, к чему приведет попытка открыть то, что веками было спрятано за этими каменными дверями. Огни фонарей метались по стенам, и команда шаг за шагом приближалась к самому центру камеры с саркофагом. Джим первым опустил ладонь на поверхность стеклянной преграды. Она была чуть влажной и на ощупь отдавалась странным гулом, будто внутри работал двигатель. На налете проступали узоры, которые под ультрафиолетовым светом Сара сразу определила как часть явно искусственной последовательности знаков. Спиральные линии сходились на символе у основания саркофага, а от них расходились десятки коротких штрихов, как лучи солнца. Лиам быстро обошел камеру и заметил, многие из найденных символов повторялись в других частях комплекса, на стенах, тумбах, даже на корпусах металлических амфор. Он достал блокнот, зафиксировал последовательность, обратил внимание на особый ритм расположения. Каждая серия знаков точно подчинялась единому порядку. Сара попыталась сопоставить эти узоры с известными ей древними алфавитами, но ни латиница, ни шумерское письмо, ни древние пиктограммы Америки не совпадали с увиденным. Более того, несколько знаков светились при смене угла фонарика, будто под разными условиями показывали разное значение. В самом центре комплекса, на специальной подставке, лежал вытянутый артефакт размером чуть больше ладони. Джим осторожно поднял его. Поверхность напоминала полированный гематит, но под пальцами ощущалось слабое пульсирующее тепло, словно предмет был живым. Когда он поднес его к саркофагу, один из символов на поверхности вспыхнул бирюзовым светом, а стеклянная преграда на мгновение стала прозрачной. Команда увидела сложную структуру из переплетенных металлических пластин, внутри которых мелькало что-то похожее на кристалл, испускавший легкое зеленое свечение. Пока Джим и Сара разбирались с артефактом, Лиам сконцентрировался на дальней стене камеры. Там, среди вытесанных в камне знаков, он заметил прямоугольную выемку с неровными краями, а в ее центре — полоску из материала, похожего на золото. Когда он нажал на выступ, выемка на секунду зажглась мягким желтым светом и открыла скрытый отсек, внутри которого оказалось еще несколько артефактов. Хрупкие пластины с микроскопическими символами, пучок тончайших золотых нитей и черная призма, у которой внутренние грани были покрыты десятками концентрических кругов. Сара осторожно провела детектором по призме. Прибор дал всплеск электростатического поля, которое тут же начало затухать, пока его не убрали в защитный контейнер. Внутри саркофага за стеклом угадывались контуры объекта, напоминающего человекоподобную фигуру, но непривычно вытянутого силуэта. Джим заметил, по бокам саркофага расположены тонкие рельефные пластины, покрытые непрерывными рядами символов. Некоторые знаки были знакомы по предыдущим находкам, а другие явно принадлежали другому порядку, возможно, имели техническую функцию. Сара зафиксировала, при приближении артефакта из центра комнаты эти пластины начинали едва заметно вибрировать. Между тумбами Лиам наткнулся на низкую широкую чашу из серебристого сплава, на дне которой лежали несколько гладких камней необычной формы. Один из них был почти прозрачным, внутри него вращался пузырек голубого газа. При прикосновении к стенке чаша испустила резкий звенящий звук, отчего в комнате раздался глухой отклик, похожий на отдаленный колокол. Со стороны панели, которую активировала Сара ранее, в воздухе всплыла еще одна голографическая схема. Теперь по стенам вспыхнули новые линии, перекрестно соединяя тумбы, саркофаг и нишу с цилиндрами. Оказалось, что все артефакты в помещении, включая диск Джима и призму Лиама, были связаны единой системой. Тумбы стали основой для неведомого оборудования, а ниша с цилиндрами исполняла роль энергоносителя или источника данных. Тем временем у дальней стены Джим обнаружил полый стержень, сложенный из сегментов с врезанными знаками. При вращении его элементов отдельные секции начали светиться разными оттенками синего и пурпурного, а воздух в комнате быстро наполнился статическим потрескиванием. В центре потолка заискрилась незамеченная до этого пластина, а на саркофаге вновь вспыхнул основной символ, на этот раз ярко-алый.
Внезапно из самой глубины камеры из-за саркофага донесся шелест, заставив команду замереть. Сара метнула луч фонаря за преграду. Там в пыли лежала еще одна пластина, покрытая странными рисунками. Джим осторожно поднес к ней артефакт-гематит, и рисунки на пластине тут же ожили. Линии засветились мягким янтарным светом, а по комнате прокатилась легкая волна тепла. В этот миг в воздухе появились прозрачные голографические фигуры. Вероятно, это был какой-то архив или зашифрованное сообщение, но расшифровать его экспедиция так и не успела. С каждым новым артефактом команда чувствовала, как все больше элементов внутри камеры отвечает на их действия. Одни зоны начинали вибрировать, другие светиться, а некоторые объекты издавали звуковые сигналы или едва уловимые щелчки. Все шло к тому, что найденные символы и артефакты составляли часть неведомого ритуала, возможно, ключа к открытию саркофага. В этот момент воздух вдруг стал плотнее, и стены отразили низкий, едва слышный гул, будто за ними находились еще помещения. Из-под саркофага пошел тонкий луч света, который замкнул линию между всеми активированными артефактами и снова вывел на поверхности новый иероглиф, символ, который никто из команды не видел ранее. Сердце у каждого участника замерло. Было понятно, что дальше экспедиция столкнется с тем, ради чего был построен этот скрытый под горами комплекс и собраны эти артефакты. Казалось, что каждый последующий шаг даст ответ не только на научные вопросы, но и поставит перед командой испытание куда более серьезное, чем просто открытие древних тайн. Когда, наконец, с поверхности саркофага исчез последний отблеск света, и голографические фигуры погасли одна за другой, экспедиция осталась в полном молчании, лишь слабое потрескивание статического электричества висело в воздухе, и по полу все еще пробегали остатки зеленоватых всполохов. Снаружи, за стенами комплекса, стояла густая ночь, но внутри камеры все было по-прежнему залито тусклым светом, неясно, откуда он исходил. У каждого из участников дрожали руки, дыхание сбивалось, и никто не осмеливался произнести ни слова. Только приборы тихо фиксировали скачки поля и температуры, а в центре комнаты на саркофаге продолжал мерцать алый символ. Сара первой попыталась вернуться к изучению артефактов, но заряд детектора выдохся, весь запас энергии был исчерпан в течение последних минут. Джим осторожно уложил артефакт-гематит в защитный кейс, но в тот же миг почувствовал, как снаружи по коридору пробежал толчок, будто что-то огромное на мгновение изменило структуру пород вокруг. Лиам молча записывал в блокнот все новые символы, но страницы дрожали в руках, а карандаш тут же обломился. Команда поняла, что приборы почти бесполезны, часть техники отключилась, на планшетах исчезли изображения, а фонари начали мерцать. Казалось, сама камера влияет на их оборудование. В этот момент из-за саркофага раздался отчетливый металлический стон, стеклянная преграда, казалось, медленно опускалась внутрь. На поверхности вновь замелькали спиральные узоры, но теперь они двигались быстрее, как будто запускали неизвестный механизм. Когда преграда ушла почти полностью, воздух в комнате сгустился, на коже выступила испарина, а в ушах зазвенело. Лиам дернулся к выходу, но тут же отшатнулся. Проход захлопнулся бесшумно и плотно, будто невидимая стена перекрыла дорогу назад. Теперь вся команда оказалась взаперти внутри древнего комплекса. Тем временем по периметру камеры, по тумбам и нишам вдруг начали мигать отдельные символы, каждый в такт ритму внутри саркофага, который по-прежнему отдавался гулким, едва слышным биением. Сара пробовала отправить сигнал на базу, но рация выдавала лишь сплошные помехи. Окружающее пространство было абсолютно изолировано, а магнитометр показывал постоянный рост поля. Ни одна земная установка не могла создавать эффект такой силы внутри скального массива. Вдруг алый символ на саркофаге вспыхнул особенно ярко, и по всей длине комплекса раздался стонущий гул, как будто под полом запустился гигантский резонатор. Вибрация прошла по ногам, по груди, по рукам, каждый чувствовал, что сдерживаться нет больше сил, страх и волнение накатывали волной. Но за минуту все прекратилось так же внезапно, как и началось. Температура упала почти на 10 градусов по Фаренгейту, дыхание тут же замерзало паром. На стенах проступили новые ряды символов, среди которых явно выделялся крупнейший, неизвестный знак. Джим с трудом поднял фонарь, луч которого хлопнул по саркофагу. Внутри, за матовым стеклом, неразличимая ранее фигура вдруг шевельнулась, словно внутри пробегала тень или неведомый механизм начал работать. Все рассредоточились по краям помещения, никто не хотел стоять в центре. Лиам попытался достать контейнер с артефактами, но крышка была заперта холодной вязкой пленкой, как будто кто-то или что-то намеренно ограничивало доступ к находкам.
Вокруг саркофага воздух начал сгустевать, формируя видимое марево. Между тумбами и полом появилась медленно пульсирующая иллюминация, как миниатюрные северные огни. В этот момент с потолка сорвалась крошечная металлическая пластина, отскочила от саркофага и, прокатившись по полу, остановилась у ног Сары. Она подняла ее и увидела на обратной стороне отпечаток ее же пальца, при том, что пластину никто не трогал ранее. Было очевидно, механизм внутри комплекса каким-то образом реагирует и запоминает любое взаимодействие людей с устройствами, фиксируя каждое касание. Команда попыталась открыть накопленные контейнеры, чтобы унести хотя бы часть артефактов, но большинство из них не поддавались, словно весь комплекс теперь разделен на модули, и часть его функций отключена до нового сигнала. И тогда в зале вновь замелькало голубоватое свечение, сложившись на стене в голографическое изображение. Была видна карта горного массива, похожая на ту, что видели на поверхности, но с сотнями отмеченных зон. В каждой маленький символ, идущий по спирали к центру. Лиам сфотографировал карту, а затем заметил, один из символов точно совпадает с тем, что проявился на саркофаге. Огромное давление времени висело над экспедицией, кислород в камере по расчетам мог закончиться через несколько часов. Приборы начали фиксировать повышение концентрации углекислого газа. Пока Сара искала способ открыть проход назад, Джим заметил, что контакт одного из цилиндров в нише начал искрить. Возможно, это был дополнительный источник энергии или сигнализации, и стоило насторожиться. Через 15 минут температура упала еще, а дыхание стало прерывистым. Сара предложила подключить артефакт гематит к углублению в тумбе. Сработал замок, и часть пола у стены медленно отошла, открыв узкий коридор из камеры наружу. Команда, не теряя времени, собрала в рюкзаки все, что смогла вынести: диск с голограммами, несколько пластин и амфору с порошком. Перед уходом Джим повернулся к саркофагу. В последний момент символ на поверхности сменился на знакомый знак экспедиции, словно прощаясь, и гул окончательно стих. Когда команда выбралась наружу, ночь на склоне была такой же тихой, как и в момент их прибытия. Только теперь на камне в том месте, где когда-то стояла дверь, не осталось ни одной трещины. Поверхность вновь была монолитной, будто всего случившегося не было никогда. Экспедиция вернулась в лагерь, не проронив ни слова по дороге. Инструменты отказались, записи частично исчезли, а некоторые артефакты внутри контейнеров начали постепенно тускнеть. Возвращаясь к цивилизации, никто из участников не обсуждал произошедшее вслух. Слишком тяжелым было чувство, будто сама гора наложила на каждого клятву молчания. Несмотря на тысячи фотографий и десятки образцов, ни один из членов команды не смог найти объяснение увиденному. Внутри каждого осталась пустота и тревожная уверенность, часть тайн, что они унесли с собой, невозможно раскрыть или забыть, ведь то, что скрывалось за гигантскими дверями в горе, оказалось не только древнее, но и куда более сложно устроено, чем любой секрет, к которому они были готовы.